Привет, привет, кто в записи, привет всем, кто смотрит онлайн. Так, смотрим, проверяем. Запускаем трансляцию на Рутюбе. Всем, друзья, привет. Маленькие технические детальки решаем. Запускаем. Сегодня стрим. Основная, конечно, площадка — это YouTube. ВК и Рутюб. Ну, возможно, еще на Твиче что-нибудь будет. Не знаю как. Так, все, здесь трансляшн пошла. Так, чат. Читаем чат. Всем привет, напишу по-русски. Всем привет. Всем привет. Ну, ничего, ладно. Это мы переживем. Валерий Клещ, привет. 111 рублей традиционные, 11 копеек. Долетели. Начинаем сегодняшний стрим на Московском проспекте. Название сегодня еще я вам дописал: Новодевичье кладбище. Да, у кого-то, возможно, возникнут вопросики, что вроде ведь слышали, что Новодевичий монастырь, Новодевичье кладбище в Москве. Но спешу вас удивить, порадовать, кого-то, может быть, огорчить. Новодевичий монастырь есть и в Петербурге. У нас по-весеннему подлая погода. На первый взгляд очень солнечно, ясно и как будто бы тепло, но нет. Холодный ветер, всего +3. Всего +3. Так, с микрофончиком мы так вот сделаем. Всем добрый день! Вы на канале Откройте Питер, прогулки по Санкт-Петербургу. Гуляем в прямом эфире. Сейчас на Московском проспекте. Движемся в сторону бывшего райсовета Московского района. Сейчас администрация Московского района вроде как там находится. Ну и в целом прикольное здание. Хочу вам кое-что показать. Идем мы туда с определенной целью. Идем мы на почту отправлять приз-подарок с прошлого розыгрыша. У нас была вот такая... Ой. Так, сейчас сделаю широкий угол. То не влезает все. Вот такая сумочка Шопер. Пушистый Петербург. Поедет победительнице Ирине в славную Самарскую область. Так, всем добрый вечер, добрый день. Виктория, Мария, Алексей, Николай, Лариса. Всем привет, всем. Вот, наша цель сегодня, вот этот, ну не сегодня, а сейчас. Круглое здание. Там прикольно, что внутри атриум. И в этом атриуме Почта России. Может быть, даже сегодня дойдем до Николаевского дворца на площади Труда, если успеем. И там тоже зайдем в почту, которая во дворце Романовых. Вот не знаю, как они там работают, но пойдем в ту сторону, в обратную, получается. Целая лотерея сейчас будет на почте. Не знаю, как быстро мы сможем отправить. Вот. Но буквально вроде дело плевое, но может быть непредвиденное. Вот. Но потом на Новодевичье зайдем, по монастырю пройдемся и на Новодевичье кладбище там чуть-чуть посмотрим. Потому что у нас традиция, скажем, таки уже есть. Мы по Смоленскому кладбищу ходили как-то в одном из стримов. Ой, чуть не запнулся. Вот, идем в эти замечательные деревянные двери. Почта здесь. Спасибо. Так, надо будет там найти. Ой, как там на почте электронные номерки, очереди. Как-то вот что-то так все.
Вроде бы было. И вот смотрите. Хопа. Это атриум центральный в этом круглом здании. Видимо, это окна, все выходят офисы, кабинеты. Ну, а здесь вот на первом этаже у нас почта. Вот наши окошки. Так, сейчас выбираем отправить посылку. Чпуньк. Перейти к выбору услуги. Отправить. Ой. Ну, я думаю, это бандероль у нас будет. Вот. О9. Так, О9. И теперь ждем. Здесь у нас на экране загорится. Ага. Будем отправлять. Так, я пока на себя переключу камеру. А4. Подойдите, пожалуйста. Номер 2. Привет. Так, у меня О9. Так, пока почитаю. Всем гуляющим огромный привет. Максим, привет. Инна, что сообщила в начале стрима. Хорошо, это, по-моему, не та ли банда. Ну ладно. Друзья, сейчас чуть-чуть на почте. Какое-то время проведем и пойдем гулять. Короче, отправим Ирине посылку. Начинается квест, да. Отправь посылку. Ну, тут я сейчас вижу, работает 2 окна, так что стоим, ждем. У меня заранее сделана отправка, так что я здесь, наверное, просто покажу QR-код в программе почтовой. И они как-то должны все это быстро дело оформить. Почта красота. Ну, есть такие местечки в Петербурге, где абсолютно не ожидаешь встретить почту. Ну, как и, например, тот же самый садик. Простой детский сад. Особенно вот в центре, в историческом центре. То есть там же отдельных зданий-то некуда поставить было. Ну, соответственно, это все внедрялось уже в существующие. Вот были мы в прошлый раз на площади Восстания. Там я отправлял. Это прямо вот ты выходишь и перед стеллой оказываешься между гостиницей Октябрьская. Вот 9. Вот 9. Это я. У меня отправочка, вот даже QR-код есть. Предоформленная? Да. Предоформленная. Так. Она у вас оплачена онлайн? Нет, я сейчас буду оплачивать. И смотрите, мне отправить надо вот, по сути, вот эту штучку. Сейчас я ее складу как-нибудь. Ой, что это? Не упало. Просто в пакет вот ваш и все. Я думаю, там ничего критичного не произойдет. Да, вообще, да. Можно даже меньше. Я, смотрите, я сейчас раз и в дамках. Просто мне вот вопросик, вот смотрите, я предоформленную делал, там 350 получалось. Вот это 350 рублей отправить. Дорого. Может, дешевле получится, как бандероль, нет? Ну, я не могу сказать, надо по программе смотреть. Это же не я ценники. Ну, я понял, что не вы сейчас придумываете. Я вообще просто старая. Вот я и хотел, чтобы вы посмотрели. Вдруг будет дешевле. Так, сейчас, давайте. Что, тебе сдачи не выпустить? Сейчас, одну минуточку буквально. Я отойду. Время пошло. Да? Вы засекаете? Так, счетчик меня еще тут никто не ставил. Все, надеюсь, уложусь в ваш нормальный ходе. Весело проводим время на почте. Звук норм. Звук не знаю. Ну, может быть, я просто говорю потише.
Вот петличка куда выше, если только в рот уже запихать. Вы что? Нет. О, они там деньги считают. Сейф. Вам показывать не буду, но там громадный советский такой сейф. Вот с такими стенками толщиной. И ладно, не будем сейчас пробовать оформлять как-нибудь по-другому, как я предоформил посылку. Пусть так и будет. А я все видел. Я все видел. Надо было вас на счетчик ставить. Что именно видели? Деньги. Деньги? Ну они же не мои. Нет, давайте, как вот я предоформил все же, и Ну, пусть так и будет. Давайте ваш тогда штрих-код. Смотрите. Еще раз. Нет, не QR. Зайдите в сформированное вами отправление. Ну, Вы- вот, наверное, почта вам надо открыть. И либо... Вот да, оно. это. И вот сюда нажимаете, и там будет штрих-код. Дайте мне. Господи. Кручу-верчу, запутать хочу. Так, Эстония смотрит, хорошо. Я могу еще компактнее сложить. Ну, это самый маленький предмет. Сантиметр. В целом, да. 350 Мгм. рублей выходит. Так, ну у нас еще с вами пакетик не получился. Он тоже денежку стоит. Конечно. А мне говорили, на почте он бесплатный. Это только если вы отправкой Авито отправляете, то да. Ничего себе. И на почте бесплатно. Кто это, что это? Так, оплате будет 420 рублей все вместе. За пакетик? Ну, пакетик Столько стоит много? 70 рублей. Ничего Ну, он же себе. пластиковый у вас, конечно. Ну, Это же не бумажный. Так, мужчина, да. а давайте испытаем удачу. Ну-ка. Сыграем в лотерею. Нет, выиграем. нет. Нет? Почему? Как там пелось? Так, по карте оплата, да? Не везет там в картах, повезет любви. А может, Да, вам по и карте. там, и там повезет? Ну, уже повезло. Ну, вообще супер тогда. Видите, вот везучий кошмар. Причем я когда вчера оформляла, но обычная стоила дороже, чем ускоренная. Да? Это что за математика? Не могу сказать. Это программа такая. Так, чек за отправку и за пакет. Так, и, наверное, что-то будет еще, да? Не, все. А типа там трек номер, вот Ну, это это в все. чеке. А, это в Давайте. чеке вот здесь. Все, вот этот длинный. Да, AirPod, ну, Все, гуд. Так, все, справились. Квест пройден, да? Все, даже тут что-то. Все, спасибо большое. До свидания. Уф, очередь. Друзья, вот так. Отправили. Пакетик, знаете, я не знаю, пакетик, чтобы... Вот моя ладошка, это пакетик. 70 рублей. Коробка, наверное, стоит дешевле. Что-то я это... Короче, чтобы отправить мне для вас выигранный подарок, приз, мне надо потратить больше, чем он стоит. Ну, например. Так, что мы пишем? Сейчас я прочитаю. Насчитают. Ну да, уже насчитали.
Ну вот. Плюс отправка 350 рублей. Это самая дешевая какая-то, вот, что я смог найти в этой нашей почте России. Вот. Так, ладненько. Выходим в улицы, уходим внаружи. Вот, и идем в сторону. Знаете что? Сейчас пройдемся, я вам покажу, где у нас находится Гранд Макет Россия. Там вот было видео у меня на канале. В целом это будет не то чтобы сильно по пути, но. Так, перейдем дорогу. Наверное, я тут не успею перейти. Будем бежать. По большому счету нам сейчас задача это оказаться на Новодевичьем кладбище. Ага, не успел я. Только половину успел перейти, но ладно. Ничего страшного. Друзья, спасибо, кто уже задонатил сегодня. По большому счету, вот у нас наш призовой фонд собирается из ваших донатов. И не отвечаю, не дешевле было бы отправить через ДЭК. На самом деле я, когда еще в прошлый раз отправлял кружку Татьяне в Севастополь, было плюс-минус одинаково. Там разница в 50 рублей, она погоду особо не делала. А мне было интересней именно показать вам почту, где она может находиться. И начать стрим оттуда. И как и сегодня, вот мы из этого круглого здания, это здание райсовета Московского района. Вот оно все такое громадное, большущее, ну, как вы видели, с атриумом. Там сейчас герб Санкт-Петербурга наверху. Вот, сейчас на самом деле в Гранд Макет Россия надо идти от Московских ворот. Станция метро Московские ворота. Она у нас вот сейчас в той стороне. Трек. Ох, Александр, спасибо. Я про трек забыл. Сейчас я на часы как-нибудь доберусь до часов. Они у меня тут под 10 слоями рукавов. О, зеленый. Так, сейчас перейду дорогу и включу трек на часах. Да, где-то я опять забыл. Сейчас на остановке остановлюсь и... А, вот там лавочка есть. Культурно-досуговый центр Московский. Кто был когда-то маленьким, жил в этом районе, наверняка сюда пионером бегал. Так. Сейчас, все, сейчас останавливаюсь, включаю трек на часах, переключаю камеру уже на город. Ой, лавочка холодная, елки-палки. Так, друзья, как вам субботний денек? Наверное, дачный сезон еще не начался, да? Поэтому вы все еще, наверное, в городе. Хотя у кого как. Так, бег, да, ходьба на улице. Обновляются данные спутников GPS. Ну давай, во. И начать, а потом и кончить, да? Так. Вся страна гуляет с Романом от Сахалина до Москвы и Мурманского края. Вы прям Мурманский край, Инна, считаете? Вам сейчас Александр скажет, кто они. Так, здравствуйте, привет с Челябинской области, из Екатеринбурга метель, ничего себе. У нас вот тоже тут пометелило немножко и уже растаяло все. Вот здесь в Московском районе, поюжней, это, можно сказать, юг города, уже потеплее, чем на севере. Уже такие где-то кое-как вербы начинают почки свои давать, но давайте. Сейчас я посмотрю карту. И, может быть, немножко здесь пошастаем дворами. Есть, на самом деле, какой-то интересный момент пройтись дворами, обыкновенными жилыми дворами. Да? Птички поют классно. Ладненько, переключаю камеру на вперед и движемся в соответствующем направлении.
широкий угол. Все. Go. Чуть-чуть по проспекту пройдем. Благо у нас сейчас солнце со спины светит. О, кстати, вон эти мотоциклисты начали свой сезон открывать. Потеплело, вот эти вот подснежники повылезали. Ой, как забавно. Смотрите, здесь елочки просто спилили макушки. И они у нас вот такого размазанного виду оказываются. Это забавно. Ой, что-то я там наступил на кротовую нору, как будто бы. Да, пойдем по солнечной стороне. У нас вот там впереди московские ворота. Видите? Они у нас чугуневые, они у нас пустотелые. Привет из Омска, Людмила. Людмила, извиняюсь. Да. Так и не только, смотрите, у нас еще и Калининград хорошо представлен из подписчиков. Ну и дальше Прибалтика вся, там и Германия, и Италия смотрят. Мы вышли когда-то, как-то уже вышли на международный уровень, международный формат, или как это, как еще сказать. Так что мы такие. Но всех нас объединяет великий, могучий русский язык, на котором я с вами разговариваю. Ну или хотя бы пытаюсь говорить. Кстати, здесь вот эта часть, впереди у нас московские ворота, позади электросила. Даже вот этот участок уже все-таки из дореволюционных домов тоже состоит, в том числе. Но есть и советского периода такой вот дом, как сейчас здесь справа. Так, привет из Новосибирска, Елена передает. У нас всю неделю стояло тепло, +5, сегодня -3. Хорошо. Так, у меня тут как бы проводок-то опять не выпал зарядки. И нам опять бы стрим не прервать. Это очень важно. Не хотелось бы. Так, сегодняшняя прогулка. Кстати, друзья, наверное, раз мы отправили подарок по конкурсу, наверное, в этом стриме я тоже что-нибудь разыграю. Поэтому вот донаты и цель это на приз, скажем так. Ну и, соответственно, в конце стрима я назову кодовое слово, которое надо будет написать в комментарии здесь на YouTube. И среди всех комментариев, в которых это слово кодовое будет разыгран приз. Приз пока не придумал, честно говоря. Но как только придумаю буквально, наверное, уже после стрима или завтра, я в Телеграме выложу фотографию в нашей группе. Кстати, все ссылки есть в описании канала, в описании ролика. Собственно, там я опубликую условия, еще раз продублирую конкурса и приз. Приз символичный, но тематически относящийся к Петербургу. Что-то на память. Ну и вот так же, как кружка или шопер, этим можно пользоваться, конечно же. Не совсем безделушка. Так, надо во двор. Все, сворачиваю во двор, вот в следующую арку. Видим там впереди уже аноним, спасибо. Видим там впереди еще лучше, отчетливее московские ворота. В спину мне все сильнее припекает солнце.
Поэтому я здесь сейчас поверну во дворы. Пройдемся тут немножко двориками. Повторюсь, что я сейчас пройду мимо Гранд Каньон. Гранд Каньон, да что я заговариваюсь-то? Гранд Макет Россия. Покажу, как он со стороны выглядит. Какая там вдруг сегодня очередь. Все-таки день выходной. Погода хорошая. Может быть, тут кто захочет пойти. Так, привет из Североморска. +1. Ничего себе. Но мокрый снег. Это расстраивает. Так, вы говорите, что нас объединяет русский язык. А я бы добавила любовь к Санкт-Петербургу. Ну, ваша правда. И это, наверное, главнее. Это, наверное, главнее, потому что нас смотрят, кстати, и из Индии. И там человечек совершенно по-русски не говорит. Но любит Петербург и иногда посматривает. Так что да. Прям воробушки чик-чирык вовсю. Да, что-то тут не совсем интересный дворик. Можно было спокойно дойти до улочки, до перекрестка и спокойно по нему двигаться. Это вам, конечно, не исторический центр с интересными дворами, колодцами проходными. Здесь все гораздо тривиальней, что ли. Так, Роман, что еще написал? Был я в Гранд России, всем советую, есть что посмотреть. Да, для такого первичного ознакомления я могу порекомендовать свое видео. Оно есть и в ВК, и в Рутюбе, и на Ютубе. На моем канале обзорное, часовое. То есть можно ознакомиться и сходить позыркать. Прям тема-то интересная в плане того, что там настолько много всяких деталюшек, столько мелочей и приколов, так называемых пасхалок, да, каких-то скрытых, ну, не смыслов, но то, чего ты абсолютно не ожидаешь. Опять же, не применяйте Гранд Макету Россия каких-то завышенных требований по точности, по, ну, как бы не по детальности, а именно по соответствию, чтобы оно было как вот в жизни. Вот оно вот такой вокзал, и вот он должен быть вот таким, или оно в таком месте, и оно должно именно быть там. Там все схематично, там все сильно относительно и, ну, пусть не иносказательно, но авторы так это видят. Собирательный образ, как они говорят, России от Калининграда до Владивостока, и даже Камчатка со своими гейзерами. Очень интересно. Так, идем мы по Заставской улочке. Улочка Заставская. Пахнет сильно шавермой. Прям кошмар. Очень много, видите, товарищи в желто-синих куртках. Это какая-то история про кондукторов автобусных. У них где-то здесь база, у них где-то точка респауна находится. Так, Татьяна что-то много написала, остановлюсь, даже прочитаю. Сложно переоценить, кстати, детям там очень нравится. Мы ходили туда раз 5. Единственное, я бы избегала дней, когда час пик. Лучше выбирать время, когда малолюдно. Согласен. Но я вам скажу, из личного опыта, мы с женой там провели часа 4, а может быть даже и 5. И мы не то чтобы там сильно долго чего-то вот это размазывались.
рассматривали. То есть, если мы пойдем в следующий раз, мы там еще что-нибудь увидим, чего мы первый раз не увидели. Плюс там, как вы понимаете, такое большое количество времени провести, это надо покушать. Там у них есть столовая. Там хоть и написано, что нельзя с собой ничего носить, но в целом я видел, люди там приносят что-то в контейнерах и там в этой столовой кушают. Вот, кофеек можно попить. То есть мы вот эти 5 часов там пока ходили, это, наверное, вот мы 4 часа только по самому, вокруг самого Гранд Макета ходили. А еще час вот на перекусы, на передыхе. Так, ну да, в конце июля уже можно купаться. Так, что-то тут вы о своем, я это пропустил. Но если по-хорошему, ну, от станции метро Московские ворота 5-10 минут до Гранд Макета. Это уж все зависит от скорости вашего бега или ходьбы, кто как. Но я бы закладывал 10 минут, то есть рядом. Улица Заставская, вот мы по ней сейчас до следующего перекрестка дойдем. Я подойду к самому зданию Гранд Макета до входа. Покажу вам, есть ли сегодня очередь. Ну, то есть для вас это будет просто какое-то понимание, что там 2 дня, суббота, весна. Ну, понятно, что, наверное, майские праздники будет ситуация другая. Будет больше приезжих, больше руссо-туристов. Здание, в котором находится еще с советского периода, по-моему, 50-х годов, что там, то ли 53-й, что-то как-то вот, могу ошибаться, но примерно. Вот, вывески у нас, указатели, цели, указатели. Русская тетя. Вот само здание. И они, сам макет находится на 2-м этаже. Он вытянутый, скажем так, как и наша вытянутая страна. Там интерактив существует в виде освещения. То есть там с небольшой задержкой по часовым поясам наступает день-ночь. Это тоже интересно, когда включается подсветочка, загораются окна в домах. Вход не здесь, нет, надо справа. Есть у них парковка платная, парковка платная, ну так. Вот здесь, ну вот сам вход, ну видите, сегодня уже без очередей. Музей Гранд Макет Россия, собственно, и все. И здесь заходим. Заходите, покупаете билетик, вас там досматривают, осматривают, это вся вот история. В гардеробе оставляете вещи на ответственное хранение. Здесь оплата парковки. Паркомат. Окей. Ну а все, что там внутри находится, это я все-таки еще раз скажу. Еще раз скажу, что есть видео у меня на канале. Ладно, все. Гранд Макет где находится, показал. Идем в сторону. Сейчас возвращаемся к Московским воротам. Даже, наверное, здесь по Заставской обратно не пойду. Пойдем прямо до Лиговского проспекта.
И по Лиговскому вернемся к Московским воротам. И там уже у нас адрес Московский, дом 100. Или нет, здесь на Заставской, на следующей, на перекрестке пойдем. Так будет покороче. Но пойду по солнечной стороне. Хочу погреться. Знаете, вот это вот на солнце жарко, в тени холодно. Очень подлая весенняя погода. И я, кстати, бегом что-то хожу сегодня. Но в Новодевичьем монастыре я надеюсь, пойду потише, помедленней. Так, друзья, вот вы там в чате общаетесь, я не успеваю в чат заглядывать, поэтому, может быть, на какие-то вопросы или ваши тезисы не ответил, не прокомментировал. Извиняюсь. Приношу свои извинения. Да, слушайте, Московский район странно вот так застраивается. Даже вот мы сейчас видим низенькие здания. Это историческая застройка, это дореволюционные дома. А все, что выше, вот эти вот, как и вот слева сейчас, это бизнес-центры, следующие дома, это уже новодел. И он так в какой-то мере вроде бы органично вписывается. А когда-то ведь и не очень. Ну вот, по крайней мере, вот это совсем не очень органично. Просто какой-то керамической плиткой навесили его, облицовку сделали, и все. Некрасиво. Не историчненько. Фух. Жарко. Па-па-па-пам. Когда-то в царское время территория московских ворот, триумфальных московских ворот, это была граница города, московская застава, так называемая. Отсюда и название улицы Заставская. И получается, что монастырь-то Новодевичий, считайте, практически за городом был, то есть на границе. Там в целом граница по обводному каналу была, и за обводным каналом уже промзона шла. Промзона, и за промзоной граница города. Застава, таможня, досмотры, вот это все. Так, вот здесь я поверну направо, по этой улочке пройдемся до Лиговского проспекта. Напомню, что когда-то Лиговский проспект был каналом, Лиговский канал, искусственное сооружение, строился с целью, в первую очередь, с целью доставки воды к фонтанам летнего сада. Да-да, не удивляйтесь. Как говорил один блогер, да-да, не удивляйтесь. С озер, с Пулковских высот, с того района, где аэродром Пулково, с тех озер по речкам, речушкам. Там и речка Красненькая вроде в этом участвовала, Каравафтова. В общем, вода через Лиговский канал подводилась до современной улицы Некрасова. Когда-то улица Бассейная и бассейны, соответственно. И дальше уже как-то воду там переправляли к летнему саду. Технологии на месте не стояли, развивались, насосы, электричество, вот это все, фонтанка. И Лиговский канал
первоначальную свою функцию перестал выполнять. По нему доставлялись баржи со стройматериалами, с дровами. Ну и это впоследствии перестало быть нужным. Лиговский канал совсем утратил свое предназначение. Вода в нем стала застаиваться, гнить, тухнуть, болотить, трясинить. Ну и уже в 20 веке его начали засыпать. Сначала засыпали до обводного канала, а после революции уже после обводного. Ну и вместо водной артерии это теперь просто автомобильная дорога. Лиговский проспект. Да, слушайте, так интересно на самом деле. Вот мы от Московского проспекта буквально 200 метров вправо отошли. Сейчас идем по улице Коли Толмача. Томчака, извиняюсь. Коли Томчака. Это все у нас послевоенное наследие. Всякие партизаны, дети полков и прочих. И здесь, между исторической застройки, или сносятся какие-то промышленные в прошлом здания, и строятся современные вот ЖКшечки. Так, ладно, подойдем поближе к Новодевичьему. Я начну что-то про него рассказывать, что знаю, что почитал, что для себя тут шпаргалки сделал. Идем, неплохо. А после Новодевичьего пойдем уже туда в центр, к Техноложке. Ну и как-нибудь там на площадь Труда вырулим, я думаю. Оп. Что-то тут какой-то неопознанный летающий объект в виде воздушного шарика с гелием. Так, перебегу здесь. Ух, ничего себе. Такая трубень от котельни собственная. Так, на Коле Томчака классная столовая для рабочих. Мы студентами ели там солянку. Спустя 25 лет вспоминаю. Техноложка и техновилка. Да. А кстати, на самом деле, видите, может, столовой-то уже никакой производственной здесь нет. Как вы видите, если помните, как было 25 лет назад здесь, наверняка здесь очень сильно все изменилось. Что-то снесено, но, по крайней мере, вот здесь уже за этим зеленым забором как будто что-то исчезло. Если за него заглянуть, там, уверен, окажется или уже разрушенный фундамент, или даже, может быть, котлован вырытый. Так, здесь перейдем на светофоре дорогу. Так, никаких здесь... кнопка есть. Здесь кнопка для желающих пройти. Б, безопасность. Ну и вот Лиговский проспект у нас уходит в том направлении, в сторону площади Восстания. Да, вот я вот как будто бы по воде сейчас иду. Напомню, здесь был раньше канал. Ой, слушайте, забавно. Тут есть
табличка на доме, что это здание благотворительных учреждений ремесленного общества. Александра Невская школа с дымовой церковью. 1872-73 года. Потом в 90-х годах 19 века перестраивалась. Потом в 30-х годах что-то в ней переделывалось. Это вот это у нас здание здесь находится. Так, там у нас есть зритель в Рутюбе из Камчатки. Или с Камчатки, как правильно. Некий Иванов, привет ему. На Камчатке, наверное, уже глубокий вечер. Как говорится, вечерело. Георгий Александрович, да, это канал «Независимый эксперт». Да. Знаем таких. Медведевых. Так, мне надо как-то чат более крупным выводить, хотя бы для себя. Я частенько чего-то начинаю просто под ноги смотреть и совершенно не в чат. Это, наверное, плохо. Так, как бы тут... тут пойду. Видите, у нас сейчас уже московские ворота слева оказались. Я их там по Заставской, по улице там Толи вот этого обошел вокруг. То есть мы Заставу миновали окольными путями. Сейчас выйдем обратно на Московский проспект. Так, там зебра есть? Есть. Идем на зебру. Хотя, кого я обманываю, да? Здесь тупиковая, видите, ремонт дороги. Тупик, поэтому я здесь спокойно перехожу как есть. Так, здесь что за здание? Ага, военный комиссариат. Призывной пункт Московского района. Вот, мы вырулили на Московский проспект. У вас очень красивые обложки на видео. Человек, который их создает, мастер. Я ему передам. Спасибо. Шумный Московский проспект. И сейчас здесь по правую руку, вот мы уже напротив дома 108, литера Д. Это, кстати, очередное отличие от Москвы. В Москве, я заметил, как-то преимущественно любят корпуса, а у нас здесь в Петербургах любят литеры. В общем, 108 литера Д. Вот все дома плюс-минус будут церковной направленности. Вот здесь что? Детская музыкальная школа. Пока не церковная. Ладно. Имени Василия Васильевича Андреева. Музыкальная школа. Хорошо. Напомню, что мы сейчас идем до Сотова. То есть весь Новодевичий монастырь — это
один адрес, Московский 100. Мы вот уже идем напротив дома 106, то есть нам чуть-чуть осталось. Совершенно немного. Да, пока еще весна в полноправное правление не вступила. Пока почек нет, пока свежей травы тоже нет. Но солнце уже так отъявлено. Кстати, всех поздравляю с весенним равноденствием, да? У нас получается же 21-22 марта равноденствие. Одинаковое количество в сутках часов светлого и темного времени. У язычников наверняка какой-нибудь праздник по этому поводу был. Но это так, просто ремарка, ничего не хочу сказать, ни к чему не призываю. Так, и вот здесь вот это здание, 104-е. Здесь, по-моему, воскресная школа была. За ней, Свято-Владимирская школа, за ней находится Веденская церковь или Веденская. Тут как бы поправьте меня. Тут и икона Святого Владимира над входом. Там парам пам 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 пара пара пам парам пам пам. Видно, что даже и здесь не обошлось без настройки этажей. Скорее всего, первоначально она была двухэтажная, потом надстроили 3-й, 4-й, 5-й этажи постепенно. Но уже впереди там виднеется за деревьями у нас колокольня. Колокольня восстановленная, потому что в годы советской власти она была разрушена. Конечно же. Итак, подошли. В принципе, время что-нибудь почитать. Уже виднеются купола. Здесь у нас часовенка первая нас встречает. Плохо открылась ссылка. Скопировать. У меня, честно говоря, уже сейчас солнце в спину жарит. И у меня прямо по позвоночнику все течет уже. Ну давайте, ладно. Здесь от нефти. Пока вдоль заборчика идем. Скажу так, Роман, что вы написали?
А мне вот интересно, машина уже на летней или еще на шиповке. Ну, вы что, мне предлагаете подойти к автолюбителям и спросить? Ну, вот тут я смотрю, кто-то на всесезонке. Так, здесь что? Тоже шипов не вижу. Да. Итак, вот там за деревьями у нас уже монастырские купола. История монастыря начинается со времен императрицы Елизаветы Петровны, напомню, это дочка Петра I, которая повелела выстроить Воскресенский женский монастырь на месте Смольного двора на Неве. Это где сейчас Смольный собор, и вот это все. Там был Смольный двор, и поэтому Смольный там собор, и все вот. Теперь правительство области и города там у нас заседает. Он был там заложен в 1748 году по проекту Растрелли, архиепископом Феодосийским и по проекту Растрелли, и там Феодосийский возглавлял все это, архиепископ. И к 1757 году монастырь был сооружен. Напомню, что Елизавета Петровна собиралась в монашество податься, но так и не подалась, а после ее смерти строительство монастыря прекратилось, и ничего там не стали делать. И уже второй итерации, прям можно сказать, через век, дочка Николая I, скажем так, с ее подачи, было заложено строительство на этом месте очередного женского монастыря. Воскресенский Новодевичий монастырь. Первая церковь, которая была здесь построена, она была, конечно, деревянной. Там имени Казанской иконы, иконы Богоматери Казанской. Входим через эти ворота на территорию. Как обычно у нас милостыню просят господа. Так, здесь такая арка мозаикой оформлена. То есть это вот все не рисунки, это мозаичка у нас. Видите? С Чернигов. Не, мы не будем там заходить с Черниговской. Вот. Сверху это уже фреска. Ну а здесь стены мозаика. Видите, это все мозаичка. Так, постою, прочитаю тогда. Что хочу из краткого сказать. То, что до революции в монастыре действовало 7 храмов. 2 из которых были кладбищенские, они были после революции уничтожены. Первой постройкой на новом месте стала деревянная церковь-усыпальница во имя Казанской иконы Божией Матери. Так, в сам собор заходить не будем. Так, здесь есть что? Лавка трапезная, текстильная, ризная лавка, да, там ризы. Вот ризная лавка, это вот надо в те ворота пройти и направо. Так, ну должен сказать, что нас здесь встречает не основной собор. Так, ладно, возобновление Воскресенского женского монастыря в Петербурге последовало в 1845 году. Официальная инициатива шла от императора Николая I, но настоящей виновницей этого возникновения следует считать его дочь, великую княгиню Ольгу Николаевну, будущую королеву Вюртембергскую. 3 апреля 1945 года поручено было митрополиту Антонию провести в исполнение высочайшее повеление о восстановлении в Санкт-Петербурге женского монастыря, следуя определению Святого Синода. Игуменей была назначена монахиня Горецкого монастыря в Белозерском крае Феофания Готовецова. Так.
Воскресенский монастырь расположили близ Московской заставы. Он отделялся от столицы обводным каналом. Вся площадь земли, отведенная монастырю, составляла 53 десятины, 1401 квадратный сажень. Автор комплекса Ефимов, помощник Реймерс. После смерти стал архитектором строительства и руководитель строительством Банштендт, позже Сычев. Московский проспект тогда назывался Забалканским проспектом. Так. Для всех церквей имелась одна колокольня, каменная, в середине правого корпуса, при церкви Афонской Божией Матери. По большому счету у нас получается это вот там за деревьями, высокая. Так, тут у нас паломники или экскурсанты ходят. Вот непосредственно собор, рядом с которым мы с вами стоим, это у нас Воскресенский собор. А справа вот это от него через эту вот анфиладу Афонская церковь. И сейчас справа будем... и, кстати, вот слева, зеркально получается, там у нас храм 3 святителей. Я говорю, всего здесь на территории монастыря было 7. Какие-то были, первоначально деревянные, потом в камне переделывались. В советское время что-то было разрушено. В 2000-е годы восстановлено. Вот как вот эта колокольня восстановлена. Так, вот на 1889 году учреждена Свято-Владимирская церковная учительская школа, вот мимо которой мы с вами проходили. Это двухэтажное здание, вот оно было изначально в русском стиле. На золотом фоне фронтона помещена икона небесного покровителя школы. Вот в 1895 году открылась школьная церковь в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Так, я что-то, наверное, все это низко показываю вам, да? Вот. Главным собором монастыря стал храм Воскресения Христова с 5 пределами. Сейчас мы вот обойдем по правую руку. Да чтоб так. Давайте я сейчас пока отключу пауэрбанк. Я думаю, у меня телефон подзарядился и сильно не умрет здесь. Как бы это в этом месте странно не звучало. Тут есть план местности. Вот. То есть мы с вами здесь через Святые Врата с Московского проспекта зашли. Вот у нас Воскресенский собор. Слева храм 3 святителей, справа Афонский храм. Ну и вот в центре здесь находится Казанский храм, такой в византийском стиле. Ну это вот все у нас территория Новодевичьего монастыря. Получается, там выше забора это уже само Новодевичье кладбище. Туда мы тоже с вами, получается, зайдем. По пути будет церковная лавка, дом паломника. Еще одна церковная, трапезная паломника. Ага. Швейные мастерские слева, если обходить. Так, ладно, давайте пока идем, я еще что-нибудь прочитаю. В 1908 году был построен храм Казанской иконы Божией Матери по проекту архитектора Косякова. Церковь во имя святого пророка Илии на кладбище была построена. Она была предкладбищенской по проекту Бенуа, одного из в стиле московских церквей 17 века.
и снесена летом 1929 года. Так, а если вот тут у меня что-то есть, записочки про само кладбище, что здесь? Кладбище появилось вскоре после основания Новодевичьего монастыря. Место для него выбрали к востоку от монастырского строения. В первые годы захоронения были единичными. Одним из первых погребенных был автор монастырского ансамбля Ефимов. Первая игуменя монастыря Феофания скончалась в 1866 году. В знак особого уважения была погреблена не в кладбище, а возле алтаря Воскресенского собора. На кладбище находились две церкви во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радости и Илии Пророка. Вот они снесены. Кладбище делилось на разряды: 2 церковных и 3 общих. В 1870-80-х годах территорию поделили на правильные квадратные участки. В 1885 году городская дума прирезала к территории дополнительно еще 102 участка и был введен 4-й разряд. Участки церковных разрядов находились около церквей, далее уменьшались по значению в восточном направлении. Дешевых и бесплатных разрядов не было. Консисторией были утверждены расценки от 500 до 50 рублей, которые действовали до 1918 года. Кладбище было дорогим и поддерживалось в образцовом порядке. Большая часть захоронений не сохранилась. Понимаем, все это дело из-за революции. Потому что часть родственников усопших или Россию покинули в революцию, или просто были лишены средств и, соответственно, не могли осуществлять поддержку. Ну и там дальше мародерство, потому что в советские годы Новодевичье кладбище собирались сносить, делать парк. Какие-то могилы были перезахоронены, кого-то не перезахоронили. Ну, на те же самые, на Волковское кладбище, там на литературные эти подмостки переносили литераторов, хотя того же Некрасова не перенесли. Вот у нас в византийском стиле собор. Нетрадиционный абсолютно, да, для России. Так, что у меня тут еще записано? Кстати, церкви были кирпичные, предкладбищенские, и их разобрали на кирпичи. Просто-навсего. Ну и у нас здесь вход на кладбище. Вот, кстати, да, вот в связи с созданием музея Некрополя в Александро-Невскую лавру были перезахоронены с переносом надгробных памятников актеры Сосницкий, Самойловы, Григорьев, Семенова, певцы Стравинский, Мельников, художник Иванов, композиторы Римский-Корсаков, Ледянов и другие. Перенос захоронений и памятников проводился в 1935-36 года и не был завершен. Не состоялся перенос праха Врубеля, Некрасова, Направника и некоторых других деятелей культуры. 16 сентября 1968 года появилось решение Ленгорисполкома ликвидировать на Новодевичьем кладбище могилы, которые не содержатся родственниками, что дало толчок новой волне вандализма, и только протесты общественности остановили выполнение этого решения. Так, ну что, сейчас здесь походим по кладбищу, возможно, понаходим какие-нибудь интересные склепы, надгробия. Не вижу. Вот здесь карта есть. Карта, план Новодевичьего кладбища. Все пронумеровано и профамилено. Я сейчас, естественно, специально кого-то искать не буду.
Как здесь пишут, что здесь при входе еще более-менее как-то все чинно и благородно. Где-то я читал, что была мода в конце 19 века, это примерно 70-е, 80-е годы, на определенный вид надгробий. Это был или вот мог быть валун, камень, такой скала. Может быть, в виде волны могли надгробия делать. Ну, понятно, что из камня все это. Так. Где моя шпоргалька? Вот, смотреть, читать позже. Так. Историю читать тут не буду. Давайте вот здесь вот сейчас я налево поверну. Здесь, кстати, есть даже такой интересный вид могил, то есть надгробие без могилы. Там надгробие моряку жена поставила 1905 года. Это русско-японская война. Матрос погиб там. О, здравствуйте, Некрасов. Интересна эта надпись на надгробии. Сейте разумное, доброе, вечное, сейте спасибо вам, скажет сердечное, русский народ. Некрасов болел, у него был рак, по-моему, желудка. Да, вот. Подождите, да. Вот, это оно. Насколько я помню фотографию. Нет. Шнот. Так, секунду. Секунду. Что-то знакомое, такое я видел. Здесь есть и Иисус, кстати, на кладбище каменный. Рубель от... Странно. Чуть не нахожу этой могилы здесь у себя в заметках, но почему-то я где-то ее фотографию видел. Интересно. Ладно, не буду туда задерживаться. Разные стили. Вот тут у нас готишная история. Вот готишную я вот эту точно выписывал. Готический склеп. Так, на Западной Европе. Большая часть склепов пустует. Кстати, да. Стоит отметить, что в Юнтовском заказнике по Писецкой, по Каменке за донат тебе делать. Александр Псу, слушайте. Я посмотрю Юнтовский заказник, но это просто ведь по лесу ходить по дорожкам. Тут весь вопросик, насколько это будет интересно. Про склепы. Интересный момент, что в те еще времена, так как это кладбище было дорогое, и люди здесь не скупились на те же склепы, в склепы приносились дорогие иконы, оставлялись какие-то драгоценности могли. Если я найду этот склеп, он с подвалом. Подвал сейчас затоплен, к сожалению. Он такой двухэтажный, двухуровневый, двухкомнатный, и вот это вот все. И, конечно, сейчас склепы все разграблены, все раскурочены. Повторюсь, это было в 30-е годы.
20 века. Кладбище использовалось, ну, по своему назначению и после революции, но вот это все церковное как бы отменялось, потому что культ церкви-то ликвидировался. И мы, возможно, на некоторых могилах, вот это, кстати, очень похоже на там 20-е, 30-е годы могилы, вместо крестов может быть серп, молот, звезда. Ну, звезда в лучшем случае, а из трэша какого-то это серп и молот мог быть на надгробии. Но вот отличительная черта вот могил 20-х, 30-х годов — это вот такое надгробие. Такая как будто бы ванна, просто бетоном залитая, и все. Обычно здесь, как пишут, достаточно малолюдно. И, кстати, вот одна из церквей, которая разрушенная была в 20-е годы, ее вот сейчас здесь восстанавливают. Скорее всего, Святого Илии, возможно. Так, нет, это я что-то склеп не узнаю, не читал про него. Так. Одним из самых известных захоронений на Новодевичьем кладбище является могила Анны. Давайте я звук переключу. У нас здесь на кладбище тихо. И странно, вот для меня всегда это какие-то вопросики
Есть одна ограда большущая. Здесь все родственники, что ли? Или вот тут кого подселили к ним? Но это опять же тоже по надгробиям, это 20-е, 30-е годы. Вот, 1919, 1929, те тоже, скорее всего. Жуков Георгий Михайлович и Ксения Марковна. То есть, в принципе, даже по виду надгробий можно представлять примерно какого времени захоронения. Потому что мода на кладбище тоже своя была. Васильев Степан Михайлович, профессор юридический университет. Угу. Стрим завис. Вас не слышно. Так, я насчет не слышно. Стрим должен идти. Так, сейчас. Тут глушилок-то ведь нет. Так, в ВК говорят, что все работает. Но на Ютубе и правда как будто бы зависло. А нет, идет. Ну вот я сейчас включил, у меня здесь трансляция идет. Так, поворачиваю. Вот я стою, как раз вам показываю. Подвисает. Ну, не знаю. Слушайте. Фигня какая-то. Да, чертовщина какая-то. Извиняюсь за такие шуточки. Ну, опять же, вот 1880 год. Опять вот эта вот волна такая из камня, да? Получается. Ну и видим здесь вот современное что-то. Что-то дико современное. Интересно, какие года? 2009, 2009, 2009, 24, 10. Тут уже, да, 10-й год, 23-й подхоранивали, 10-й, 16-й. Тут современное что-то. Интересно. Так, пойдемте вот в тот угол вправо. Сейчас я дойду. Там тоже склеп интересненький. Все-таки Иисуса надо найти. Ты-ты-ты-ты. Ангел здесь есть. Ну, тут целое местечко громадное в целом. Вот опять же тоже, вот 1931 год, пожалуйста, вот это вот бетонная ванна. Следы вандализма, ну как по мне, по крайней мере, вот здесь разбросаны камни, все в мху. Здесь какие-то остатки былого величия. Часть основания колонны. Все, Иисуса вижу. Сейчас подойдем к нему. Инженер путей сообщения Рябчиков Николай Федорович.
Интересная могила. Я вот сейчас вот к этой, прямо у нас по курсу склеп, туда идем. Где-то здесь есть склеп с часовней, так скажем. Да, как про архитекторов ты говорил, что склепы все были сделаны именитыми архитекторами по индивидуальным проектам и в всевозможных стилях. Там и старорусский, и русский, и готический, и модерн где-то был. Как, вот готика сейчас у нас на экранах. Здесь рядышком могила князя Оболенского. Князь Леонид Николаевич Оболенский. 1846-1910 годы. Ну, даже его изображение, портрет. И, видимо, фамильный герб. Но что тут творится внутри, ну вот, сами видите. Вандалили, конечно, в 30-е годы серьезно здесь. Ну и дальше попроще. Здесь как-то вот тоже интересно кресты. Видимо, сломали, но вот как-то положили, как смогли. Как смогли. Так, покажите главный вход в Казанский храм. Людмила, да, на обратном пути постараюсь. Постараюсь не забыть. В этих в листве воробьи. Протоиерей Василий Михайлович Скородумовы, 1929. Кстати, да, в 20-е годы настоятель монастыря был расстрелян жестоко. Так, вот этот склеп интересный. Даже разные породы камня использовались, как вы видите, по цвету. Так, внутри уже практически ничего, никакой штукатурки, лепнины, ничего не осталось. Так, мне вот интересно все-таки будет найти склеп с часовней. Там фамильные были. Но он должен быть большой. Ну, найду чуть попозже. А сейчас вот подойдем к Иисусу. Так, пролистал. И опять же, такой момент интересный. Сейчас расскажу. Вот. Место захоронено Вершининой. Многие верят, что скульптура Христа на ее могиле обладает, ну, ее могиле это Анна Вершинина, что скульптура Христа обладает некими волшебными свойствами,
постоянно к ней ходят верующие и записки иногда подкладывают с просьбами. Но вот место около этой скульптуры даже оборудовано, как вы видите, лавочкой, где там сидят сейчас бабули. Конечно, здесь еще есть где-то скульптура ангела, пока не вижу. Но сейчас будем пока ходить, может быть, я увижу, встретим. Да. Вот, кстати, вот этот склеп имеет ярко выраженные черты русского стиля. Сейчас давайте я близко подошел к нему. Скорее всего, хозяин этой усыпальницы при жизни был патриотом. Впрочем, возможно, архитектор этого склепа определял его облик самостоятельно. Тут, видите, надо к тому целеуказателю на входе сходить, посмотреть. И вот тоже, видите, плита разбомблена слева. Внутри было плиткой обложено. И на потолке еще плитка осталась. Но это все, конечно, раскурочили в советские годы. Да. Ну а следить теперь некому. Родственники, как я уже сказал в начале, или уехали из России, или просто остались без средств. Так, вот в той стороне есть какой-то большой склеп, кстати, интересный. Ну-ка. Ну-ка. Давайте дойдем до него. Нам ворона хочет сказать. Там такая часовня, усыпальница актера Константина Варламова. Так, а что пишут? Что вот помимо очень интересных и необычных надгробий, Новодевичье кладбище выделяется среди других некрополей Петербурга обилием склепов и усыпальниц. Связано это было в основном с тем, что Новодевичье кладбище считалось элитным и хоронили на нем только богатых людей, а люди с достатком, в свою очередь, были готовы потратить много денег на то, чтобы увековечить память своего родственника с помощью роскошного склепа. Николя. Владимир и Елизаветы Николя. Уроженска-Всеволожска. Ничего себе. Что такое вот непонятное надгробие, казалось бы, да? Но это нам сейчас уже непонятно. Вот, я про этот склеп говорил. Актера Константина Варламова. Такие как будто театральные маски. Вот, есть табличка, кто такой Константин Варламов. Актер, заслуженный артист императорских театров. Пожалуйста. Да. Раскурочивали все подряд. Где-то даже есть надгробие, оно в виде постамента, а скульптуру посередине сделать
Мы то ли не успели, то ли это в революции случилось, то ли денег не хватило. Хотя вот склеп в модерновом стиле, о чем нам свидетельствует это вот арочное большое окно. Здесь вот видно, что как будто были что-то еще навершие какие-то и уничтожены. Кресты, наверное, сбивались кресты в 30-е годы. Шенк, да. Так, я про них что-то выписывал себе. Ты. Склеп в стиле модерна. Его принадлежность к данному стилю говорит арочное окно характерной формы. Эта усыпальница часовня принадлежит Константину Шенку и его жене Наталье Шенк. Константин Александрович был хирургом и главным врачом Семеновского полка. Существует свидетельство, что Шенк был близок к семье Достоевского и, скорее всего, лично общался с Федором Михайловичем. Вот, пожалуйста. А, вот он, кстати. Так. Блин, я вот про эту... Сейчас я обойду с другой стороны, пока иду, найду. Так, что вот пишут, что помимо интересных историй отдельно взятых людей, надгробие может поведать нам и о крупном историческом событии, причем сделать это не с привычной нам стороны, а с точки зрения одного из участников такого события. Одним из примеров этого является, может служить кенотаф. Это название такого надгробия без могилы, кенотаф. Прапорщика Ивана Болдырева, служившего на броненосце Ослябя, одного из первых кораблей, погибших в ходе Цусимского сражения, того самого сражения, предопределившего поражение русских войск в русско-японской войне 1905 года. При этом имя Ивана Болдырева, разумеется, не пишут в учебниках истории. Он был обычным моряком, отдавшим жизнь за отечество. За информацию о том, что это надгробие является кенотафом, конечно, спасибо одному из подписчиков, который мне когда-то сказал. Вот, кенотаф такой. Теперь вы знаете тоже новое словечко. Ладно, давайте я уже буду ближе к выходу двигаться. Там сейчас по кругу пойдем. Постараюсь все-таки найти большой склеп. Возможно, ангела. Да слушайте, вандализм в 90-х там был, если и был, то такой вот просто сломать. А в 30-е там был культ, точнее, разрушение культа церкви, да, кресты сбивали, ломали это все. То есть там идеология была. И жажда наживы, да, вот иконы, какие-то, возможно, драгоценности, лампады там серебряные, там, если они были. Все это могли пытаться присвоить. Ну, даже несмотря на то, что здесь дорожки плюс-минус земляные преимущественно, но здесь чисто на кладбище.
убрано. Вот тут очень много, смотрите, советского времени могил как-то вот в кучу собрано. Местечко-то тут предостаточно, если захотеть здесь пожить после смерти, я думаю. Вот, надо вандерпальцев найти. Вандерпальцы. Вот тут тоже похоже, как будто бы Византия. Из кирпичиков. Интересно, это или майолика? Нет, кирпичи. Кирпичи. Вон, по-моему, вандерпальцев. Да. Скорее всего, это они. Сейчас выйдем на дорожку к ним. Склеп Лючии Терезы Матильды Вандерпальц, жена Генриха Вандерпальца, владельца крупнейшего в свое время завода Петербурга «Треугольник». Ныне этот завод известен как «Красный треугольник». Усыпальница с часовней была построена по проекту архитектора Вильяма Йогансена. Что неудивительно, он приходился братом умершей. Он спроектировал 2 помещения. Склеп с подземельем. Склеп с подземными помещениями и стоящую по соседству часовню. Расположенную, судя по всему, прямо над местом захоронения. Особенно сильно поражает, что если мы сейчас заглянем в усыпальницу, то мы увидим там воду. Да, это не бетон, а это лед, и там вода стоит. А усыпальница была, скажем так, под землей. И вот сам склеп, а справа это часовня, скажем так. Там, кстати, есть барельеф ее Лючии. Видите? О, кстати, даже, может быть, родственники еще в России живут, потому что там стоят фотографии. Но входа нет, потому что решетка приварена. Так, давайте я со стороны покажу. На самом деле дорого-богато. Тут и даже ступени. Видите, как красивенько все. Здесь гравировка. Корсак. Работу произвол. Корсак. Архитектор Гансен. Что такое написано? Так. Выглядит очень мрачно, немного пугающе. Темный коридор, доверху наполненный водой, ведущий в каком-то смысле в загробный мир. Вот. Так, кто у нас еще из известных здесь на Новодевичьем похоронен? Конечно, Некрасов, которого мы уже с вами прошли. Михаил Врубель, один из самых ярких художников-живописцев 20 века. Художественный стиль Михаила Александровича уникален. Его произведения всегда можно отличить от картин его современников. Но это мы как раз у него есть постамент, а самого памятника нет. Вот, Федор Тютчев здесь похоронен. Сергей Боткин, это инфекционист, и его именем у нас инфекционная больница названа, Боткинская. Здесь похоронен. Дмитрий От, русский врач, тоже, только по другой специальности. Он внес огромный вклад в гинекологию и акушерство. Так, давайте здесь пойдем.
Владимир Косяков, выдающийся архитектор, один из 3 братьев Косяковых. Все они были зодчими. На Новодевичьем кладбище похоронен брат Косякова Василий, автор знаменитого морского собора в Кронштадте. Вот. Но вот его могила здесь не сохранилась. Слушайте, оно еще такие надгробия, они прям черного цвета, как будто бы закопченные. Как будто бы они горели, но лепестки вокруг видны. Вот это вот орнамент такой растительный имеется. А, вон ангела вижу. Слушай, так, относительно компактненько здесь. Компактненько. Надеюсь, вы еще не устали, мы вот идем к выходу. Так, надо не забыть на обратном пути вход в Казанский собор. Ну как Казанский, вы поняли. Вот этот ангелочек у нас. Так, я тут где-то записывал про него. Сейчас мотану. Слушайте, что-то я для себя его отметил, но Салова. Елизавета Степановна Салова. Вот с таким ангелочком. 1879 год, ничего себе. Сохранилось. Хорошо. Хорошо, что сохранилось. Есть какие-то надписи там внутри на стенах. Здесь вот Анна Николаевна Кривопишина. Генерал-лейтенант Иван Григорьевич Кривопишин. Ну и жена впоследствии. Петр Васин. А где могила дядюшки, не знаете? Нет. А там же вот при входе есть плакат с картой, и пронумеровано все, где какая могила. Где-то вот здесь, но я забыла, что давно было. Ну, чтобы не блуждать. Там у ворот есть стенд. А, вот он, зеленый. А, вот он. Вот, слева карта, а справа все пронумерованные. Да. В общем, всем верующим православная суббота. Сходите на могилы родственников, родителей, если у кого похоронены.
Сейчас мы в Казанской церкви. Вот справа она у нас. Сегодня служба в храме. О чем нам поведал этот знак. Не буду, там у нас, видите, много людей стоит, я к ним подходить сейчас не буду, а пойдем кругом. Здесь в центре стоит крест. Давайте приближу фреску над входом. Так, ну, видимо, это какой-то, как будто фонтанчик даже. Да, скорее всего, из креста бьет вода. А здесь, возможно, даже колокола, которые висели на колокольне до того, как ее снесли. Возможно, я не утверждаю. Это мои догадки. Знаете, здесь еще есть могилы перед собором. Ой. В собор заходить не буду никого, чтобы не отвлекать, не провоцировать. Но в целом, насколько я понимаю, это, ну, наверное, не возбраняется. Что такого? Да? Тоже мозаика, вот такой фриз из мозаики. Все, друзья, двигаемся к выходу. Возвращаемся на Московский проспект и пойдем. Здесь, наверное, открыли внутри, потому что уже давно. Пойдем в сторону центра. По Московскому проспекту получается, что мы там должны будем выйти на Сенную площадь, но я хочу сейчас с вами дойти до все-таки площади Труда, там, где Новая Голландия, и зайти на почту, которая находится... А, нет, я не успею. Время-то у нас 3:30. Мы уже 2 часа ходим здесь, в этом районе. Но если только мне на автобус сесть, кстати. Тоже вариант. А если сесть на автобус, то на какой? Чтобы сюда приехать. Ну, сюда я имею в виду Николаевский дворец. Чтобы нам быстрее добраться. Потому что пешком это час идти мне. Вот. А нет, час-то добираться только. Ёлки-палки. Так, прямых автобусов нет. Только какие-то с пересадками. И вообще пересадки непонятно где. Ну даже можно, если доехать до Сенной хотя бы, уже попроще будет. Не, мне что-то с пересадками не хочется. Вот, 17-й троллейбус. Трамвай. Нет, троллейбус. А
там пешочком. Ну, давайте, может быть, если я сейчас выйду на остановку и подъедет 17-й троллейбус, мы прокатимся на троллейбусе. Угу. Ну или пешочком сейчас погуляем. А, не, я сейчас посмотрю, до скольки там почта работает. Вот что. Мы можем даже и на автобусе не успеть туда. Так. Почта. Отделение. Закрыто до понедельника. Все, на почту мы не успели. Не спешим, не торопимся, друзья. Пойдем сейчас пешочком в сторону Сенной. Сейчас включу микрофон. Так, Светлана пишет, что рада видеть вас и любимый город. В мае приеду в Питер, зайду сюда посмотреть. Удачи вам. Спасибо. И самое то, что интересное, это, ну как по мне, это прямо в центре города, ну как в центре. Да, за обводным каналом, но рядом. В пешей доступности от метро абсолютно. В окружении домов, то есть ехать куда-то далеко не надо. Это у нас Александра Невская лавра и Смольный собор. Вот Смольный, он немножко в стороне, до него добираться не всегда удобно, ну а здесь метро рядом. Вот, восстановление Воскресенского Новодевичьего монастыря у нас началось в 1997 году. Самые страшные, конечно, вот я, как уже сказал, это 30-е годы 20 века. Да. Ладно, нам сейчас главное по большому счету, до обводного канала дойти, до обводника. И у нас там уже прям будет, что ни на есть, историческая часть. Такой вот Новодевичий монастырь, такое Новодевичье кладбище в Санкт-Петербурге. Компактненько, в принципе, да и интересно, содержательно посмотреть. Я вот сам на нем впервые с вами. Я много раз, Николай, тоже проезжал, проходил здесь мимо. Но вот, знаете, так вот за забором что-то видел, что да, знал, что здесь Новодевичий монастырь, вот это все. Но 40%. что-то меня никогда ничего туда не заводило. Там и перекусить можно, там и вот, ну, церковная лавка есть, там и ткани они делают. То есть, ну, при монастыре есть какое-то производство. Так, про это как-то вот, знаете, уже после монастыря
Про вот это здание даже говорить ничего не хочется, но это ладно. Союз Пушнина. В советские годы была биржа по продаже всесоюзной пушнине, скажем так. Амана. Это у нас Московский проспект, дом 98. Я не помню, кто-то его сейчас выкупил. Вот, выкупил. И тут вот в этом дворце Пушнины, я не знаю, какой-нибудь, может быть, Газпром, может быть, какой-нибудь банк, может быть, еще что-то будет шикардосное. Ладно. Там впереди у нас станция метро Фрунзенская, которая до сих пор закрыта на реставрацию, на ремонте, на переделке. А за станцией метро Фрунзенская была так называемая центральная скотобойня. Кто-то пишет скотобойня, кто-то пишет скотосгонник. Типа, ну, смысл-то один, да, скотобойня была. Там был завод по производству мясной продукции. Дальше при расширении в советское время его просто перенесли за город, а на территории скотобойни было, по-моему, организовано молочное производство, оставлено, и Тетрапак, Питмол, вот это все, Питмол там был, Питмол. Ну а сейчас всю территорию Питмола застраивают вот такими же современными домами. Иван, если говорить, что это не место для прогулок, впечатление так себе, то я вам на это отвечу следующее. Это часть города. Сакральная, возможно, часть, но это историческое кладбище, поэтому я не считаю, что это чем-то таким прямо на грани фола, что такое нельзя. На самом деле я считаю, что такое нужно показывать и рассказывать о его существовании. По крайней мере, мы не ходим, не вандалим. Я ни к чему никого не призываю. Я лишь показываю и рассказываю, что такое существует. Историческое место при монастыре. В той же Александро-Невской лавре, там за ней есть кладбище тоже со склепами. Конечно, там склепов гораздо меньше. Ну, там, например, могила Собчака. Интересно ли вам было там узнать, где Собчак похоронен, как у него могила? Ну вот кому-то да, вам лично нет. Но всем мил не будешь, как говорится. Поэтому да, прочитал, что вы там пишете. Идем дальше. О, кстати, у нас там впереди интересный домик, тоже советского времени. Экспериментальный дом. По-моему, если я не ошибаюсь, его как-то называли глухой, что ли, дом. Переход через Киевскую улицу. Улица Киевская. Переходим. Сейчас объясню, почему глухой дом. Так, что-то я тут никакой пометки у себя не вижу. Но смысл-то какой? В том, что
Эксперимент заключался в следующем. А этот ли дом? Я что-то сейчас начинаю сомневаться. Он ли? В общем, спальни делались во двор. Окна спален выходили во двор. А кухни и гостиные выходили на проспект. Тем самым достигался момент, что в спальне у вас тихо. А в гостиной и кухне мог быть слышен шум проспекта. Но опять же, в те годы, когда этот дом строился, какой трафик здесь был? Да никакой по сравнению с сегодня, да? Но и то, уже тогда начинали об этом задумываться. Да. Да ничего. Да, слушайте, я вот про Питмол-то начал говорить. Я же, вот сейчас мы в Фрунзенскую будем там проходить, и по большому счету вот за этими всеми домами уже была территория Питмола. И я еще застал те времена, когда там Питмол последние дни свои находился. Там уже, наверное, и производства молочного не было. Там все начинали сдавать в аренду, субаренду. Были склады, транспортные компании. Но я еще там по территории походить успел. И сейчас ничего от того былого величия не осталось. Так, в любом случае, спасибо вам за вашу работу. Город прекрасный, Иван. Спасибо, что поняли и не осуждаете. Ну да, здесь, видите, вот в этих фасаде этого дома такой полуаркой, ну не полуаркой, а почти недоэркер, это гостиная, а маленькое окошко это кухня. Первый этаж сразу делался под коммерцию, это сейчас под коммерцию, тогда это были кафешки, возможно, какие-то магазины, Союз печати. То есть, в принципе, уже в те советские годы закладывалась такая модель шаговой доступности. Но, видимо, дом-то неплохой, а эксперимент. Так, про зарядку не забыл, все нормально. Так, со звуком, наверное, опять шумно, но меня слышно. Я тут про Фрунзенскую говорил, что мы сейчас стоим напротив станции метро Фрунзенская. Ее сейчас реставрируют, и именно так выглядит
верхний вестибюль. Это вот купол вот этот. Это вход в метро был. И что с ним сейчас, что-то мне страшно. Не рушат ли его? И у меня вопрос, а что будет... И что будет вместо? Потому что, видите, все, что поодаль, сейчас, вот эти все дома вокруг, это все новодел. Дальше вон высотка там, это все вот бывшая территория Питмола, скотобойни. Вот это вот желтое двухэтажное здание, вот там с таким высоким фронтоном, это вход в скотобойню. Как я уже говорил, после скотобойни Питмол, петербургское молоко было. Ну и вот сейчас территория вся, все там, все жилые дома. Или жилые, или, я не знаю, вряд ли офисы, может и офисы будут. Черт его знает. Ну, короче, вот у нас станция метро Фрунзенская, друзья. Состояние на сегодня непонятно. Какие-то, видимо, тут это не свая забивная штука, а там бур на конце. Интересно. Да. Раньше напротив входа в скотобойню было 2 быка. Их куда-то ликвидировали, перевезли. Я уже не помню куда. Да. Мы уже у обводного канала практически. Если налево по обводному каналу повернуть вдоль, пойти его, мы сначала у Варшавского экспресса окажемся, это бывший Варшавский вокзал, а дальше уже, если пойдем, то у Балтийского вокзала. Балтийский вокзал действующий. Варшавский, как вы понимаете, нет. По типу как на Приморской. Ну, посмотрим. Слушайте, ну тут для них не так много места, это раз, как на Приморке. На Приморке-то там вообще громаднейшее здание с управлением этого метрополитена, метростроя. Скорее всего, банкетные залы, там это все, что у них есть. Все там, да, на Приморке. И тут же офис продаж воткнули. Легенда строит. Так, еще раз. Я отвлекся на метро. У меня вопрос и предложение, что 2 часа, наверное, для прогулки хватит. В целом, мы сегодня отправили посылку победителю. И прогулялись по Новодевичьему монастырю и по Новодевичьему кладбищу. В принципе, наверное, для сегодняшнего стрима это, я думаю, считаю, достаточно. Зачем еще грузить, информационно перегружать стрим? Вот. Поэтому, наверное, донатики были. За донаты спасибо. На донаты пойдут на покупку подарка случайно победившему комментатору, кто под этим стримом напишет комментарий с определенным словом. Сейчас это слово мы с вами выберем. Да. Или можем еще чуть-чуть пройти до техноложки. Вот я хочу, чтобы вы мне сейчас написали, чего мы делаем. Закругляемся или еще погуляем? Давайте пока здесь на светофоре. А уже зеленый. Напомню, мы у обводного канала. На обводном канале, да. У нас туда направо есть там кирпичное здание такое.
невысокая. Видите, это кирпичного цвета с черной крышей. Это газгольдер. Там хранился газ для фонарей, для освещения улиц города, когда было газовое освещение. Ну и сейчас в том газгольдере планетарий. Так, что, идем гулять, идем дальше. Спасибо за прогулку. До техноложки. Закругляемся, Роман. Хозяин-барин. Еще чуть-чуть. Ну давайте. Еще чуть-чуть. Пойдем. Вот в ту сторону я вам говорил. Там Варшавский экспресс и Балтийские вокзалы. И вот эта вся новая территория, это все новостройки. Прямо, ну, дорогущее жилье. Напротив исторической застройки. Напомню, по обводному каналу была граница города. Вот здесь жилая, а слева уже были промышленные территории. Там у нас впереди и треугольник, красный треугольник, и вот Питмол, и скотобойня, и тут все. И газгольдер за обводником. Ладненько, давайте идем, чуть-чуть прогуляемся, да, уговорили. До техноложки. Мне тоже удобно в целом. Вот тут у нас Вадим Самойлов с Агатой Кристи выступают. Оп, Клавдий Октавианович, спасибо. Так вот, давайте пока идем, я сейчас буду придумывать кодовое слово. Это кодовое слово вы должны будете в комментариях, именно в комментариях, не в чате. Сейчас чат у нас идет, в комментариях написать. И среди тех комментариев, где будет это слово участвовать, я разыграю памятный подарок, относящийся к Петербургу. Что это будет, я опубликую в телеграм-канале. Заходите туда, подписывайтесь. Ссылки есть в описании к ролику и в описании канала. Интересный такой, как будто бы двор Крудоньер, но возможно он даже не тупиковый, а туда налево можно на обводные выскочить. Красивые дома, эклектика, это еще домодерновая история вся, это еще середина 19 века, 1800 там 40-е, 50-е года. Да. Слева тут у нас получается территория так называемых рот, ротные улицы, от слова рота, рота-та-та-та. Справа у нас район Семенцов, то есть слева это Измайловские роты, справа Семеновский полк. Аноним. Аноним это, наверное, Клещ Валерий. Забыл подписаться. Вижу почерк знакомый. Надеюсь, не сильно. Так, универ путей сообщений где-то тут, спрашивает Роман. Он где-то впереди. Та самая путяга у нас на набережной. Ой, зеленый. Так, путяга у нас на... Я надеюсь, никого не обижаю этим наименованием. На набережной реки Фонтанки. Фонтанка у нас впереди. Впереди по ходу нашего движения. То есть, ну, вроде бы и рядом, но это же все относительно, да? Для Петербурга это рядом.
для вашего небольшого городка это как через весь город пройти. Ну, вот так что я не могу сказать, рядом или нет. Вот, видите, у нас указатель улицы, 7-я Красноармейская улица. То есть раньше они назывались по ротам. Там 7-я рота, 8-я рота, 13-я рота. Но в советские годы было переименовано все в Красноармейские улицы. Так, справа у нас здесь ограда. Сад Олимпия. Сад еще до революционного времени. Сейчас вот в центре уже тут здание стоит советского периода. И во всем этом здании М-Видео сидит. Большущий магазин М-Видео. Так. Почитать, что вы еще пишете. Так, универ путей сообщения на Фонтанке, не на обводном. Так, нужны пруфы, да? Как говорится, нужны пруфы. Сейчас я вам карту покажу. Там целый комплекс зданий им принадлежит. Набережной реки Фонтанки 113. Так, 113. Организации в здании. Факультет управления перевозками и логистики. Факультет безотрывных форм обучения. Закрыто до понедельника. ПГУ, ПС, факультет туда-сюда. Так, вот, показываю на фотке. Тут меняются. Вот, ну, в общем, вот оно. Фонтанка. Видите, набережная реки Фонтанки, 113. Там перед входом Бетанкур стоит. Ну, если мы про это говорим, про одно и то же, то это оно. Так. Метро Нарская предлагает Наталья погулять. Да, можно. И в принципе там такое, знаете, в районе Нарской переплетается уже дореволюционная Россия и уже 20-е, 30-е годы советского периода. Ну, я имею в виду в архитектуре, в зданиях. У Нарских ворот можно там погулять. Тем более, что я вроде как бы там даже и ходил. Там парк 905 года. Ну да, Нарская, можно. И, возможно, даже на Нарскую пойдем, когда уже повеснее будет. Я имею в виду, почки появятся, листики маленькие, зелененькие пойдут. Там район такой позеленее. Это интереснее будет, красивее картинка, я так вот для себя вижу. Там не колокольня на углу. Слушайте, друзья, вот вы про это. Это дом просто с башней, это не колокольня. Вообще в архитектуре у нас здесь и на Садовой улице, и здесь на Московском проспекте это, скажем так, архитектурный прием, который использовался в поддержку церквям. Потому что по Садовой улице было раньше едешь, ну, Московского также не было проспекта.
в город заезжали через Петерговское шоссе. Ну, так я бы вот это назвал. Хотя здесь тракт был, вроде как, который на Великий Новгород шел. Так и вот, были церкви, церкви снесли. Колоколен тоже нет. Это я имею в виду тот же собор на Осиной площади. И ты издалека, когда едешь, к городу подъезжаешь, ты вот на Осиной площади видел колокольню высоченную. И многие тогда путали ее с колокольней Петропавловского собора. Что думали, что уже все, вот мы уже в центре, а оказывались только на Осиной площади. И, скажем так, в поддержку, в перспективе строились по пути следования на углу зданий вот такие башенки. Вот как здесь. Но это уже как будто бы советского периода надстроено. Но и в дореволюционное время вот на Садовой улице такое осталось. Соборов со звонницами не осталось, а башенки, дома жилых домов остались. Кстати, вот мы прямо по курсу видим шпиль Адмиралтейства. Видите, вот прямо по центру желтый, справа от автобуса вдалеке. Да. Николай спрашивает, бывали ли мы на Канонерском острове. Ну, кто не был на Канарах, тот не был в Петербурге, да? Конечно, на Канарах мы были. Я прошлый год туда ездил, целое видео с Канонерского острова на канале есть. Так что для всех, кому интересно, что это такое за петербургские Канары, почему это Канары и что за такой за остров Канонерский, в каком он сейчас виде, что на нем есть. А я сразу скажу, что, забегая вперед, на него жизнь возвращается. Ну или какие-то попытки все-таки предпринимают вернуть жизнь. Так что да, на Канонерке были в прошлом году. Еще раз повернусь, покажу перспективу Ротных улиц. И чтобы вы сейчас представляли, во время рот это так не выглядело. Справа и слева от дороги просто были огороды и одноэтажные домики. Офицеры с семьями жили в отдельных домиках, а солдаты, скажем, жили там по 4 человека в доме. У них были свои огородики. Ну и, соответственно, вот одна Ротная улица, и там у нас следующая. И вот ширина этого дома, глубина его, скажем так, это был огород. Было нарезано на одинаковые участки. И можно сказать, что вот эта вся местность такой дачный кооператив, как будто бы. И уже это все было до того, пока не построили казармы, как не перешли к казарменному содержанию солдат. Вот, выстроили казармы, их всех туда переселили, а землю продали. И на месте бывших огородов офицерских были построены доходные дома. Сейчас здесь у нас университеты, технологический, военные. Там впереди с синим куполом
Троицкий собор. Тоже это собор Измайловского, ну, в общем, полковой собор, скажем так. А вот уже вход в метро, технологический институт. Внезапно. Бу! Не бойся. Испугался? Не бойся. Ну а вот само главное здание технологического института. Московский проспект уходит дальше до Сенной площади. Направо у нас уходит Загородный проспект. Направление Витебского вокзала. Дальше 5 углов. Владимирская площадь и там Невский проспект. Ой. Итак. Давайте я на солнышко повернусь, буду хмуриться. Кошмар. Ярко солнце. В тень. Спрячусь в тень. Друзья, прекрасный солнечный день. Погуляли по району Московского проспекта, Новодевичий монастырь. Отправили подарок. Ну и давайте, сегодня будет кодовое слово «монастырь». Прошу писать слово «монастырь» в комментариях. И по традиции через неделю, или как только у этого видео наберется 1000 лайков, я проведу розыгрыш в прямом эфире среди комментариев, в которых есть слово «монастырь». Электробусы, кстати, у нас уже делают. Возможно, в Питере к этому тоже придут, когда у нас появится свой Собянин. И плитку перестелят, и провода. Есть историческая данность, от которой не хотят отказываться. Ладно, друзья, спасибо, что были на этом стриме. Спасибо, что погуляли со мной в этот солнечный, прекрасный петербургский день. На редкость. Солнечный день в копилку. Все. Всем пока. Со всеми прощаюсь. Всех обнял, приподнял, поднял, бросил. Скоро увидимся. Давайте. Постою так. Что у нас здесь на часах? (16:04 плюс 6). 778 миллиметров ртутного столба. Все хорошо.